Придется позаимствовать твое пламя, учитель. Этот старый призрак Земли очень серьезный соперник. Даже Сяо Сянь пришлось выложиться на максимум, и она все равно сильно уступала. Разница в 3 звезды предка дает о себе знать. Какой же жаркой была битва. Все-таки и правда, чем сильнее противники, тем интереснее наблюдать сражения с ними. Ся Янь, конечно, держался молодцом. Представьте, какой-то там император 4 звезд может потягаться с предком 7 звезд. Обычному человеку это покажется фантастикой. Но Ся Янь умудрялся избегать смертельных атак старого призрака и даже смог ранить его. В этом помогла одна из его сильнейших печатей. Но как же справится Ся Янь с этим старым призраком Земли? Когда Ся Юсянь уже была на волосок от поражения, Ся Янь приготовил свой любимый навык – лотос ярости Будды. Но это 4-цветный лотос. В прошлом видео мы подробно говорили, как Ся Янь чуть не уничтожил всю Академию лотосом уничтожения. Звучит и правда слегка банально. Огненный лотос уничтожения чуть все не уничтожил, ведь в этом и есть его суть. Хорошо, что вовремя вмешались хранители Академии. Они отправили лотос в пространственную трещину, после чего занялись старым призраком Земли. Двое хранителей Академии, Цяньму и Байли, прекрасно понимали, что он станет страшной угрозой в будущем. Старый призрак Земли также четко знал, насколько сильны эти хранители, и не думая бросился бежать, используя тайную технику крови. Но от старика Бая ему не уйти. Стоит сказать, что между старым призраком Земли и Байли до сих пор тянется вражда прошлого, которая точно разрешится сегодня. Спустя примерно полчаса старик Бай вернулся. Простым взмахом руки труп старого призрака шлепнулся на землю. Казалось бы, сильнейший эксперт долины злых огней нашел свою смерть там, где точно не ожидал этого. А что стало с его телом? Ся Янь попросил одного из старейшин заморозить его, а затем спрятал его в своем пространственном кольце. Труп предка 7 звезд очень пригодится Ся Яню в будущем, а именно для создания тела учителю Яолао. Хотя у него уже есть тело Юншаня, но труп старого призрака Земли определенно лучше и сильнее. Возможно, вы спросите, а что же случилось с Хань Фэном в ходе этой битвы? Хитрый Хань Фэн воспользовался возможностью в тот момент, когда появилось 2 стариков. Он попросту сбежал, как и остальные люди, напавшие на Академию. Когда лотос уничтожения пылал в небе, не было времени на них. Главной целью было справиться с этой угрозой. Ся Янь слегка расстроился. Он планировал схватить Хань Фэна и выведать часть информации касательно зала душ, а также о месте заключения учителя Яолао. После этого Ся Янь попросил помощи у 2 стариков с его ядовитой меткой. Каждый из них находился на уровне 9 звезд предка. Может быть, объединившись, они смогут помочь Ся Яню. Они внимательно посмотрели на ядовитое пятно. Байли и Цяньму оба вытянули свои пальцы. Чрезвычайно плотная доуци вышла из них. По легенде, только почтенные воины могут уплотнять доуци. Никто не ожидал, что 2 старикам удастся подобное. Ся Янь испытал жуткую боль, когда их доуци проникла в метку. Какой ужасный яд! Старики удивились. Они слегка ослабили пятно яда, но оно и правда достойно требования, чтобы именно почтенный воин развеял его. Даже 2 предка на пике 9 звезд не смогли помочь. Ся Янь все еще намерен искать почтенного воина. Но еще больше он хотел лично переработать всю энергию этой метки, ведь в ней заключена огромная сила, а для этого ему потребуется овладеть еще одним небесным пламенем. И он знал, где достать такое – в башне пилюль. После битвы Ся Янь занялся восстановлением, так как лотос уничтожения потребовал все силы парня. На удивление, эта ожесточенная битва принесла плоды. Ся Янь спокойно поднял 1 звезду Императора. Теперь он на уровне Императора 5 звезд. После грандиозного сражения он понимал, что с его нынешней силой ему будет крайне сложно на центральных равнинах. Кажется, он должен постараться изо всех сил и в кратчайшие сроки поднять свою силу, но при этом и не повредить своим основам. Поэтому Ся Янь решил заняться новой техникой, что он получил на аукционе, для его пламенной линейки. Техника тяжелого меча разделяется на 3 уровня. Рассечение огня, поток тела в огне и 6 огненных взмахов. Нужно найти озеро магмы для тренировки, поднять волну магмы и проткнуть ее. Где найти такое место? Конечно же, под башней очисткой Ци. Там подземный мир магмы. Ся Янь ранее был заключен там почти 2 года. Энергия огненного элемента там крайне насыщенная и чистая. Если он будет там тренироваться, то его сила заметно возрастет за короткий промежуток времени. В новом трейлере показали, что случится в мире магмы. Много всего интересного. Рассмотрим это в будущих видео. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как вам эта зрелищная битва со старым призраком Земли. Подписывайтесь на канал и всем пока.